Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Мысль заснять это видео пришла спонтанно во время начала подмены воды и чистки аквариума. Поэтому вот часть работы я уже проделал и продолжу работу по очистке аквариума, подмене воды и будем устанавливать новую веточку, коряжку можно сказать, в наш аквариум. На данный момент я уже подменил воду в количестве 10 литров примерно, подрезал эхинодорус, так как он затенял остальные растения. Вот примерно такое количество листьев я срезал у эхинодоруса. Листья старые уже и, скажем так, немножко подернулись водорослями, поэтому ничего плохого для растения не случилось. Вот один лист у стрелолиста тоже убрал, вот он начал уже подгнивать с краю, поэтому продолжим подмену воды. Операции по подмене воды я не раз снимал, поэтому показывать одно и то же всегда не хотелось. Но так как у меня видео с продолжением, поэтому решил снять эти рабочие моменты. Делаем обычную сифонку грунта при помощи вот такого сифона. Делаю я это не часто, но здесь уже вот начала подниматься муть уже в процессе жизни рыб. Они тут плавают, мутят грунт, и муть постоянно во взвесе плавала в аквариуме, поэтому решил немножко посифонить грунт, хотя вот он не сильно заиленный, чуть-чуть с поверхности стоит убрать. Вот еще ведерочко уберем воды с грунтом, с мутью, и все. На этом хватит. Продолжаем нашу съемку. Значит, к нам вот присоединился наш любимец, кот Матвей. Вот он пришел, тут пока меня не было, пришел, уселся. Сейчас вот нюхает. Коряжку хочу вам показать. Вот такая коряжка. Будем мы ее устанавливать в аквариум. Дело в том, что обычно такие вещи устанавливают в аквариум сначала, а не в действующий аквариум, то есть при установке композиции. Тогда это сделать намного проще. Сейчас будем пробовать установить в аквариум нашу коряжку, в действующий аквариум. Мысли у меня определенные уже были, но нам мешает вот этот куст растения. Сделаю тут небольшие преобразования с крышкой аквариума, чтобы она нам не мешалась. Убрал один светильник. Пробуем размещать нашу коряжку. Вот она, к сожалению, у нас плавает все-таки, хотя в ведре она у меня не плавала. Поэтому придется нам ее чем-то прижимать. Распирать, скорее всего, как-то. Так, я думаю, будет даже неплохо. Единственное, что надо что-то делать, чтобы она не всплывала. Всплывает она конкретно пока. Так что что-то надо будет на нее размещать тяжелое. Не хотелось мне трогать ту вторую корягу, которая у меня. У меня тут еще есть такая искусственная коряжка. Она достаточно тяжелая. Попробуем положить
и ее. Вот так прижать. Как грузом. Я надеюсь, всем видно, я не сильно закрывал аквариум во время этой операции. Ну и сейчас размещу на место лампу уже и продолжу нашу работу. Ну, начав уборку, обнаружил, что вот коряга, которая у меня стояла в левом дальнем углу, вот здесь, она тоже у меня заросла растениями очень, вернее, водорослями. Поэтому пришлось мне ее вытащить из аквариума, почищу и поставлю на место. Коряга вот таким образом у меня легла. Пока я ее прижал, той искусственной коряжкой, она достаточно тяжелая и держит. Надеюсь, что потом она все-таки у меня перестанет всплывать. Вот эта коряга у меня от жимолости. То чистил в огороде жимолость и вот обнаружил вот такую красивую ветку. Она близко к корню была, поэтому вот решил я ее поместить в аквариум. Ну вот, сделали все преобразования в аквариуме. Убрал я корягу, которая была слева. Теперь намного больше места в аквариуме. Растения туда кое-какие разместил. Лимнофилу, папоротник. Ну и единственное, что там у меня анцетрус всегда прятался. Но вот он сейчас засел у меня под папоротником. И довольный там сидит. Вот. Ну, все, сейчас будем добавлять воду в аквариум. И чуть позже покажу, что из всего этого вышло. Ну вот такой результат получился. Фильтр еще, правда, аквариум не почистил. Вот взвесь такая плавает в аквариуме. Очень понравилось это все действие моему коту. Вот он тут пытается лапой поймать анцитруса. Ему теперь деваться некуда. Он все время прятался за коряжкой, а сейчас некуда. И вот он тут кружит теперь. А кот за ним наблюдает. Зато можно посмотреть на анцитруса, которого практически не видно было вообще. Ну, вот такие преобразования в аквариуме получились. Я надеюсь, видео было кому-то полезно, понравилось. Ставим пальчик вверх, кому понравилось видео. Не забываем подписываться на канал. Всего вам доброго. До свидания. Если что.